Всем привет! Это туториал по основным элементам DDRS. И вот какие из них мы будем сегодня разбирать. Drag, Rocket Jump, T-Throwing, Hammer Hit. Здесь у нас достаточно продолжительный. Плавно перетекает в Hammer Fly. Unfreeze с лазером. Удар сквозь стену. Deep Drag. Hammer Run. Double Rocket Jump. И основы шотгана. Начнем с наиболее легкого. Драг — это хук сквозь уголок. Перехукивайте с небольшой задержкой, колобок немного опускается. Чтобы поднять его, ударяйте молотком. Rocket Jump прост в исполнении, если вы его тренируете. Прыжок и выстрел под себя. Если вы сделаете наоборот, Rocket Jump не удастся. Высота прыжка зависит от промежутка между прыжком и выстрелом. Hammer Run требует командной работы. Первый колобок толкает второго колобка в направлении прыжка. Второй колобок начинает двигаться в сторону прыжка. Ближе к границе, первый колобок ударяет второго. Существует множество вариантов исполнения этого трюка, так что не бойтесь экспериментировать. ТТ или T-Throwing – подкидывание колобка. Чтобы сделать это, прыгайте, иногда вбок, хукайте нужного колобка, а когда он будет чуть выше вас, бейте и, конечно, отпускайте. Double Rocket Jump – это двойной Rocket Jump. Стреляйте вверх, подходите под пулю, и при взрыве ее о пол вы делаете обычный Rocket Jump, так, чтобы вас откинуло две взрывные волны. ХФ или Hammer Fly – самый первый флай, который мы освоили, и который предстоит освоить тебе. Первый колобок хукает второго, пока тот бьет его, когда они отталкиваются. Так, еще раз. Первый колобок хукает второго, пока тот бьет его, когда они отталкиваются. Надеюсь, поняли. Отталкиваются – ключевое слово. Бить нужно не постоянно, а только при отталкивании. Посмотрите внимательно. Хукать каждые два удара. Основа шотгана – вещь гибкая. Вы можете работать с шотганом и так, и сяк, а классифицировать все это очень сложно. Давайте попробуем. Разделим колобковые манипуляции на разгоны и поднятия. Разгоны будут осуществляться по горизонтали, поднятия, соответственно, по вертикали. Разгоны делать легко. Бежите, стреляйте так, чтобы вас отскочило, и бежите дальше. Сложнее с поднятиями. Так как не всегда потолок будет сделан удобно, вам нужно уяснить, что наиболее эффективной является комбинация сначала выстрел, потом прыжок. Не спрашивайте почему, просто попробуйте. Вы можете сначала прыгать, потом стрелять и еще раз прыгать. Сначала стрелять, потом прыгать, потом еще раз стрелять и так далее. Все на ваше усмотрение. Главное, сначала выстрел, потом прыжок. Поднятие по стене также важно. Чтобы его сделать, используем правило сначала выстрел, потом прыжок. Прижимаемся к стене. Курсор на 2 часа или около того. Стреляем и прыгаем. Как и при Rocket Jump'е, задержка между выстрелом и прыжком должна быть очень мала. Unfreeze с лазером. Самое важное – верно подобрать угол. Нельзя просто высчитывать его хуклайном. Со временем у вас начнет стабильно получаться и без него. Будьте уверены в себе. Здесь нет никаких секретов. ХХ или Hammer Hit – способ перемещения по огромной фризовой полоске. Первый колобок падает во фриз, второй использует Double Jump и выхукивает его, бросая, но немного задерживая, будто использует T-Throwing. Так они делают по очереди, пока не дойдут до нужного места. Этот прием придется потренировать. Стабильно получаться он начнет не сразу. Удар сквозь стену – простой элемент, но не все знают, как правильно его делать. Вам нужно узнать о двух терминах – Strong Hook и Weak Hook. Strong Hook – это как бы усиленный хук. Если вы хукаете того, кто живет меньше вас, то у вас относительно него Strong, а у него относительно вас Weak. Это важно. Ведущему в Hammer Fly проще быть со Стронгом. Тут то же самое. Ударить сквозь стену без Стронга очень сложно. Чтобы узнать, какой у вас хук, встаньте рядом с колобком и просто хукните его. Если он будет идти медленно, то у вас Weak Hook. Быстро – Strong.
Самый эффективный способ ударить сквозь стену — прыгнуть и ударить один раз. Вы можете прыгнуть дважды, тут не возбраняется, но ударять часто не стоит. Это значительно понизит ваши шансы на удар. Последним в нашем списке является самый сложный, по моему мнению, элемент — Deep Drag. Тут нет никаких секретов, вам нужно просто тренироваться. В этом вся загвоздка. Если вы будете тренироваться, то очень скоро вы поймете, как и куда хукать, что делать, чтобы закинуть и все такое. Вот и все. Вывод: не бойтесь экспериментировать и задавать вопросы. Комбинируйте анфриз с ХХ, ТТ с Хаммерраном, T-Worlds — безграничная игра. Вам предстоит придумать намного больше, чем уже было придумано. Обязательно заглядывайте в паблик ВК, в комментарии и, конечно, не забывайте нажать на красную кнопку.